Глава 1191. Подготовка к молниеносной скорби. Полмесяца спустя каменная дверь секретной камеры открылась сама собой, и Хань Ли вышел изнутри со спокойным выражением на лице. За дверью вспыхнул серебряный свет, и перед ним появилась марионетка, которая теперь выглядела точно так же, как Хань Ли. Хань Ли взглянул на нее с улыбкой на лице. Он погладил себя по лбу, и на нем мгновенно появилась вторая зарождающаяся душа. У зарождающейся души на лице было совершенно пустое выражение. Ее тело качнулось, и она метнулась к марионетке в виде полоски черного света. Через несколько мгновений марионетка моргнула своими мертвыми глазами и внезапно наполнилась жизненной силой, словно это был настоящий живой человек. Хань Ли потер рука об руку с улыбкой на лице. Неплохо. Все именно так, как я и предполагал. В соответствии с секретной техникой из священных писаний техники великого развития для введения второй зарождающейся души в тело марионетки позволяет ей управлять марионеткой. Отныне мне не нужно будет беспокоиться о неспособности управлять марионеткой из-за ограничений по расстоянию. Если я не буду слишком долго путешествовать в будущем, марионетка может оставаться в этой пещерной резиденции вместе со второй зарождающейся душой. Это действительно очень творческий подход, господин Даосист Хань, но тебя не беспокоит то, что случится, если вторая зарождающаяся душа снова разовьет разумную волю. В этом случае она будет обладать сосудом на поздней стадии зарождающейся души в форме этой марионетки. После этого тебе будет чрезвычайно трудно восстановить вторую зарождающуюся душу, неожиданно раздался негромкий голос ребенка из рукава Хань Ли. Я хорошо осведомлен об этом потенциальном риске, господин Даосист, поэтому в этом случае я буду использовать несколько секретных ограничительных техник, которые я недавно освоил, будучи культиватором поздней стадии зарождающейся души, а сейчас я планирую заняться марионеткой. Пока духовное чутье второй зарождающейся души не станет более сильным, чем у моей основной зарождающейся души, я смогу полностью обездвижить ее в любое время, уверенно ответил Хань Ли. Хе-хе, похоже, ты все спланировал заранее, господин Даосист Хань. Похоже, мои опасения были необоснованными, хихикнул маленький ребенок. Несмотря ни на что, я все равно должен поблагодарить тебя за твои добрые намерения. Теперь, не хочешь ли ты преодолеть свою молниеносную скорбь здесь или предпочтешь отправиться куда-нибудь еще во время этого процесса? Спросил Хань Ли. Ребенок немного поколебался и ответил: эти объединенные пики не самое подходящее место для преодоления молниеносной скорби. В конце концов, даже ограничение здесь не сможет скрыть молниеносную скорбь в стадии метаморфозы. Я полностью доверяю твоим способностям, но считаю, что лучше найти более уединенное место. Хорошо, тогда я сначала зайду к Ваньер, а потом отвезу тебя в другое место. Хань Ли не собирался спорить с бесконечным небесным зверем по этому поводу. Затем он вышел из пещерной резиденции и отправился в секту дрейфующих облаков, чтобы навестить Наньгун Ван и проверить ее прогресс в культивации. Днем позже Хань Ли снова покинул секту дрейфующих облаков и полетел на запад в виде полоски лазурного света. 5 дней спустя Хань Ли оказался над чрезвычайно бесплодной и пустынной равниной. На этой земле не было ни единой травинки, а только желтая почва и серовато-белые камни разного размера, простирающиеся так далеко, как только могли видеть глаза. Хань Ли раскрыл свое духовное чутье и исследовал область в радиусе десятков тысяч км и обнаружил, что вокруг не было ни единого культиватора или смертного. Хань Ли взмахнул рукавом, и изнутри выскочил маленький котел, окутанный шаром лазурного света. Затем он сказал: «Как насчет этого места? Это обширное пространство мертвой земли на границе между нашим государством Си и государством Хуаюй. Вокруг нет никого на сотни тысяч километров, так что здесь тебе можно будет безопасно войти в стадию метаморфозы молниеносной скорби». Маленький ребенок внутри котла восторженно ответил: «Это действительно хорошее место для преодоления скорби. Пожалуйста, освободи мое истинное тело от котла и позволь мне медитировать в течение 3 дней. После этого я буду готов к преодолению скорби». «Нет проблем», — кивнул Хань Ли и щелкнул пальцем в сторону небольшого котла в воздухе. С легким стуком крышка котла слетала сама по себе, а затем маленький котел опрокинулся, и во вспышке лазурного света, обнажив демонического зверя, размером примерно с полфута с головой коровы и телом змея. Выйдя из лазурного света, тело демонического зверя мгновенно резко увеличилось до нескольких десятков футов, продолжая сверкать лазурным светом. «Мне придется побеспокоить тебя, чтобы ты защитил меня, пока я здесь, господин Даосист Хань», сказал демонический зверь голосом маленького ребенка. Затем тело змея свернулось и спустилось на большую белую скалу внизу, где он уселся совершенно неподвижно. Хань Ли ничего не сказал, глядя на него сверху. Однако его тело качнулось, и он также спустился на ближайший камень, где сел с закрытыми глазами и скрещенными ногами. Таким образом, они сидели 3 дня и 3 ночи.
На четвертый день, с восходом солнца, они оба одновременно открыли глаза в унисон. Магическая сила в моем теле сейчас находится в наиболее оптимальном состоянии, поэтому у меня есть как минимум 60% шанс успешно преодолеть эту молниеносную скорбь. Тебе не нужно помогать мне на начальном этапе. Если у меня возникнут какие-либо трудности, это должно произойти на более поздних этапах. Если ты сможешь защитить меня от последних 3 волн ударов молнии, я был бы тебе чрезвычайно признателен, серьезным тоном сказал бесконечный небесный зверь. Понятно. Я сделаю так, как ты говоришь. Я предлагаю тебе принять это, прежде чем ты войдешь в состояние молниеносной скорби. Хань Ли перевернул руку и призвал маленький ледяной флакон, который излучал ледяную ци, и бросил его демоническому зверю перед собой. Что это? Демонический зверь поймал флакон с озадаченным выражением на лице, а затем открыл крышку флакона и оценил его содержимое духовным чутьем. Ледяная квинтэссенция. Не думал, что тебя окажется нечто подобное, господин Даосист Хань. В шоке и восторге воскликнул бесконечный зверь. Мне довелось получить его во время моего пребывания в Великом Цзине. Ты обучил меня скошенному серебряному тексту, поэтому я могу предложить тебе каплю этой ледяной квинтэссенции в качестве благодарности. «Надеюсь, этого достаточно для тебя», — сказал Хань Ли, погладив себя по подбородку. «Ха-ха, этого вполне достаточно. Ледяная квинтэссенция — это нечто очень редкое, даже в мире духов. Если она появляется в этом мире, то ей сразу же забирают мои собратцы-демоны». Бесконечный зверь взволнованно повернулся к Хань Ли и сказал: «Мне достаточно всего одной капли. Я запомню это и обязательно щедро отплачу тебе за это в будущем». Последнее предложение демонического зверя было очень серьезным. Услышав это, Хань Ли улыбнулся, но ничего не ответил. Вместо этого он похлопал по сумке для хранения, и в его руке внезапно появилась пачка флагов и пластин формации. Затем он начал устанавливать относительно сложную ограничительную формацию поблизости. Минут через 10 Хань Ли вернулся на свое прежнее место. Поблизости появился сой белого тумана, окутав всю ближайшую территорию. Хань Ли повернулся к демоническому зверю и сказал: «Эта формация должна быть в состоянии предотвратить любые непредвиденные неудачи. Я буду помогать тебе снаружи формации и оставлю на тебя первые волны молниеносной скорби, господин Даосист Небесный Зверь». Конечно. Молниеносная скорбь на стадии метаморфозы — это настоящая небесная молния, поэтому в человеческом мире нет никакого способа, который бы смог удержать ее. Кстати, моя молниеносная скорбь может и тебе принести пользу. Казалось, в голове демона мелькнула странная мысль, и в его глазах промелькнул необычный свет. Твоя молниеносная скорбь может принести мне пользу. Хань Ли был очень удивлен, услышав это. Действительно. Это малоизвестный факт в человеческом мире, но это то, что общеизвестно в мире духов. Бесконечный небесный зверь хмыкнул, а затем его губы задрожали, передавая Хань Ли свою голосовую передачу. Хань Ли слушал с недоумением на лице, которое постепенно сменилось волнением. Если это действительно так, то это и правда редкая возможность. У меня есть сокровище, которое соответствует этому описанию, поэтому я могу попробовать, кивнул Хань Ли. Ха-ха, я бы не стал врать о чем-то подобном, господин Даосист Хань. Однако будь уверен, что ты ударишь только тогда, когда наступит подходящий момент. В противном случае, если что-то пойдет не так, это может навредить тебе, а не принести пользу, предупредил его демонический зверь. Будь уверен, я не буду действовать безрассудно, с улыбкой ответил Хань Ли. Я вижу, что ты не опрометчивый человек, господин Даосист Хань. Теперь я собираюсь привлечь себя к небесной молнии и приготовиться преодолеть мою скорбь. Если бы не тот факт, что я освоил некоторые секретные техники сокрытия, молниеносная скорбь снизилась с того момента, как я вышел из котла. Бесконечный зверь слегка вздохнул, а затем медленно поднялся в воздух. Услышав это, сердце Хань Ли замерло, и он сразу же вылетел из формации, которую он только создал в виде полоски лазурного света. Затем в его глазах вспыхнул синий свет, и он пристально уставился на демонического зверя сквозь слои плотного белого тумана. Поднявшись на высоту более 300 футов, демонический зверь остановился и посмотрел в небо. Внезапно из его ноздрей донесся глухой звук, и лазурный свет начал бурно вспыхивать по всему телу. В то же время вокруг него пронеслись порывы серых демонических ветров, скрывающих его тело внутри. Хань Ли изменился в лице при виде этого. Затем изнутри послышался оглушительный рев, и в небеса вырвался мощный поток демонический ци. Бесконечный небесный зверь, казалось, выпустил какую-то секретную технику, которая заставила его тело резко увеличиться в несколько раз по сравнению с первоначальным размером. Он выпустил свою демоническую ци демонического зверя 8-го ранга на всю мощь. В мгновение эка в безоблачном небе грянул гром. Сразу после этого в радиусе 1000 километров поднялись мощные ветры, а из разреженного воздуха появились темные облака, придавая небу чрезвычайно темный и зловещий вид.
В то же время посреди раскатов грома палил дождь. Хань Ли не мог сдержать удивление при виде этого. Насколько он знал, эта бесплодная земля была известна как мертвая земля, поскольку это всегда было чрезвычайно сухое место. Часто случалось, что на этой земле не было осадков в течение нескольких десятилетий. Однако, как только бесконечный небесный зверь вызвал свою демоническую ци, климат здесь полностью изменился. Казалось, что его стадия молниеносной метаморфозы на самом деле не была чем-то, над чем можно было бы посмеяться. Из темных облаков в воздухе выстрелили в стороны дуги молнии толщиной с человеческие руки и рухнули вниз. Каждый поток молнии сопровождался оглушительным грохотом. Постепенно дуги молнии стали обретать форму. Хань Ли поджал губы и прищурился, глядя вниз. В этот момент демонический зверь формацией изверг всемогущий рев. В результате серые демонические ветры стали в несколько раз мощнее, превратившись в серовато-белый ураган, поднявшийся прямо в небо, словно угрожающий погрузиться в темные облака и уничтожить молнию внутри. Глава 1192. Непрерывная небесная молния. С грохотом из темного облака спустилась дуга молнии, словно гигантский меч, ударяя демонического зверя в верхнюю часть тела. Серовато-белый ураган с силой дрогнул, прежде чем его раскололо вспышкой серебряного света. В следующее мгновение молния и ураган исчезли, и снова показалась фигура демонического зверя. В этот момент он свернул свое тело в шар, и его внешний вид также немного отличался от прежнего, поскольку у него выросли пара мясистых фиолетовых крыльев и мускулистые зеленые руки по бокам тела. Хань Ли долго смотрел на него, но так и не смог установить какую-либо связь с этим зверем и любым из легендарных небесных духовных зверей. Бесконечный небесный зверь поднял взгляд на толстые молнии в небе, мягко хлопая своими новыми фиолетовыми крыльями. С каждым взмахом крыльев вокруг него появлялся шар демонической ци, и его тело полностью окуталось серой ци в мгновение ока. Удары молнии в небе, казалось, наконец достигли своего пика, и дуги молнии, каждый размером более 1 фута, спускались сверху посреди оглушительных ударов грома. Молнии падали плотными волнами, окутывая всю территорию в радиусе более 5 километров. Даже в Хань Ли попало несколько ударов молнии. Хань Ли слегка выдохнул, сделав печать заклинания руками. С раскатом грома перед ним появилась золотая сеть молний. Затем сеть резко расширилась, превратившись в массивную золотую сеть, которая закрыла собой все тело Хань Ли. Дуга молнии ударила по золотой сети сверху, на которой на мгновение вспыхнул золотой и серебряный свет и исчез. После этого удара молнии золотая сеть слегка дрогнула, но осталась совершенно невредимой. Хань Ли, не обращая на это внимания, продолжил смотреть на шар серовато-белой демонического ци, прищурившись. Даже при том, что он был охвачен сетью молнии, большинство дуг молнии все еще рушилось на Хань Ли. Демонический зверь находился в эпицентре области взрыва, и удары молнии, падающие на него, были во много раз сильнее молний, с которыми приходилось иметь дело Хань Ли. Своим взглядом духовного прозрения Хань Ли видел, что облако серовато-белой ци было полностью затоплено серебряным светом. Дуги молнии рушились на него, как дождь, и от них просто не было возможности уклониться. Лицо Хань Ли оставалось спокойным, но он был внутренне удивлен. Однажды он был свидетелем молниеносной скорби стадии метаморфозы в море рассеянных звезд, когда убитая им демоническая черепаха выходила за пределы своей скорби. Однако волнение от этой скорби не могло даже сравниться с этой, хотя тогда демоническая черепаха уже достигла финальных стадий преодоления своей скорби, тогда как бесконечный небесный зверь только начал. Трудно было представить, насколько безумным будет это бедствие на последних этапах. Неужели разные демонические звери страдают от совершенно разных уровней молниеносной скорби? Задумавшись об этом, Хань Ли понял, что в человеческом мире на самом деле не так много книг или томов, описывающих молниеносную скорбь демонических зверей. В тех редких случаях, когда упоминалась эта тема, описания всегда были очень краткими и содержали очень мало информации. Молниеносная скорбь стадии метаморфозы была исключительной для демонических зверей и не имела ничего общего с человеческими культиваторами, поэтому неудивительно, что на эту тему почти не было записей. Даже если каким-то культиваторам была любопытна эта тема, стать свидетелем трансцендентной трансформации высокорангового демонического зверя была чрезвычайно редкая возможность. В конце концов, сразу же молниеносной скорби демонические звери были в самом ослабленном состоянии, так что не было никакого способа, которым они позволили бы человеческим культиваторам находиться поблизости. Хотя Хань Ли был довольно озадачен, но он не задумывался об этом. В конце концов, на его нынешнем уровне силы эта молния не имела для него большого значения. После продолжительного штурма дуг молнии все вскоре стихло. Хань Ли посмотрел вниз и обнаружил, что серовато-белая демоническая ци внутри формации разорвалась в клочья, и от нее остался только очень тонкий слой. Бесконечный небесный зверь воспользовался этой временной передышкой, сделав серию ручных печатей, быстро размахивая своими мясистыми крыльями. В то же время он открыл свою пасть и выпустил всплески серой демонической ци.
После этого шар демонической ци стал в несколько раз более плотным, чем раньше, и мгновенно обрел форму, заключив в себе демонического зверя. Выражение бесконечного небесного зверя оставалось довольно спокойным и не выглядело взволнованным ни в малейшей степени. Казалось, что он уже превзошел свирепость этого молниеносного бедствия. При виде этого на лице Хань Ли появилась легкая улыбка. Казалось, что демонический зверь может противостоять ранним стадиям молниеносной скорби, поэтому ему не придется вмешиваться в ближайшее время. Однако, возможность, которую он открыл ему ранее, была очень важна, поэтому он должен был сосредоточиться и убедиться, что не упустит ее. Имея это в виду, Хань Ли похлопал по сумке для хранения и сразу же выпустил несколько сокровищ разных цветов, которые приземлились на землю перед Хань Ли одной горизонтальной линией. Среди сокровищ были желтая тыква, нетронутая белая чаша и лазурный нефритовый флакон. В этот момент в воздухе снова раздались оглушительные раскаты грома, и сверху обрушилась вторая волна молний. Вторая волна молний явно была более плотной, и отдельные дуги молнии также были намного больше, создавая тем самым еще более грозное зрелище. Вызвав сокровища из своей сумки, Хань Ли больше не обращал внимания на бесконечного небесного зверя. Вместо этого он сел, скрестив ноги, и закрыл глаза, словно готовясь к чрезвычайно важной задаче. Через 2 часа бесконечный небесный зверь пережил 6 последовательных волн молнии, каждая из которых был более страшной, чем предыдущая. С наступлением третьей волны дуги молнии выросли до 5 футов в размерах и стали падать вниз, напоминая серебряную реку света. Даже ограничение, установленное Хань Ли, было повреждено во многих местах этой волной молнии. Напротив, сеть, материализованная из божественной дьявольской молнии Хань Ли, осталась полностью невредимой и надежно защищала его внутри. Тем временем, бесконечный небесный зверь был не в состоянии противостоять волнам молнии, начиная с 4-й волны. Он был вынужден использовать другую технику для дальнейшего расширения своего тела, увеличив его до 100 футов. Извергающаяся изо рта демоническая ци также изменила свой первоначальный серовато-белый цвет на серебристо-белый оттенок, напоминая теперь цвет молнии. Особенностью этой демонической ци было то, что, когда она вошла в контакт с падающей сверху молнией, раздавался звук удара металла. Большинство дуг молнии были отражены столкновениями, поэтому демоническая ци должна была выдержать только менее половины молнии, направленной на нее. Хань Ли первоначально сидел на земле внизу с закрытыми глазами, но невольно открыл глаза и взглянул на это с удивлением. Только тогда он обнаружил, что эта серебристо-белая демоническая ци мерцала пронзительным светом, производя леденящее душу впечатление. Кажется, это как-то связано с ледяной квинтэссенцией, которую я ему дал. Неужели он за столь короткое время уже очистил ледяную квинтэссенцию? Хань Ли подумал про себя. После знания этой своеобразной демонической ци давление на бесконечного небесного зверя значительно уменьшилось, и он смог выдержать еще одну волну молниеносных ударов. Однако, как только началась 7-я волна ударов молнии, выражение демонического зверя стало чрезвычайно серьезным и напряженным. Темные облака на небе также начали вздыматься, одновременно с этим извергая огромные сети молний. Внезапно все небо было освещено серебряным светом, и оглушительные раскаты грома заглушили все другие звуки в окрестностях. Как будто в этом мире не было ничего, кроме ослепительных дуг серебряной молнии. В этот момент бесконечный небесный зверь послал Хань Ли передачу голоса. «Господин Даосист Хань, молниеносная скорбь в человеческом мире кажется более мощной, чем я ожидал, и я только смогу выдержать еще 2 волны молниеносных ударов самостоятельно, поэтому мне понадобится твоя помощь, чтобы превзойти последние 3 волны. Не волнуйся, господин Даосист Бесконечный Небесный Зверь, я помогу тебе, когда придет время. Спасибо тебе, господин Даосист Хань. Я не забуду, что ты для меня сделал». Бесконечный Небесный Зверь был очень рад услышать обещание Хань Ли. В конце концов, с помощью великого культиватора, который ему помогал, он должен быть в состоянии преодолеть эту молниеносную скорбь, независимо от того, насколько мощной она была. Серебряные сети молний одна за другой окружили демонического зверя внизу, и бесчисленное количество дуг молнии одновременно вырывались из сетей, атакуя серебряную демоническую ци изо всех сил. Несмотря на то, что большая часть молний была отражена демонической ци, оставшихся дуги, которые смогли пробиться сквозь них, все еще было много. Серебряная демоническая ци была сметена дугами света со скоростью, видимой невооруженным глазом, и после 7-й волны ударов молнии ее половина была уничтожена. Однако этой демонической ци, казалось, не было конца, поскольку бесконечный небесный зверь снова и снова выплевывал изо рта серебристо-белую демоническую ци после завершения 7-й волны. В этот момент началась 8-я волна ударов молнии. Сети молний, которые были в 2 раза больше, чем в 7-й волне, обрушились на демонического зверя с разрушительной силой. Земля задрожала, и поверхность демонической ци сразу же приобрела золотой оттенок.
При виде такой грозной молнии Хань Ли слегка нахмурился, но выражение его лица быстро вернулось в норму. Однако он медленно встал и начал осматривать небо, словно что-то искал. Внезапно Хань Ли изменился в лице и резко опустил голову. Он перевел взгляд на определенное место вдалеке, и в его глазах появилось своеобразное выражение. «Это интересно, не думал, что такое существо существует в небесном южном регионе», пробормотал Хань Ли и быстро щелкнул своими 10 пальцами по земле. 10 тонких красных ниток сжались и мгновенно исчезли в земле. Хань Ли посмотрел на землю под собой, и на его лице появилась холодная улыбка. Внезапно земля с силой дрогнула, и с кровавым воем в небо метнулись большие комки земли. В желтой почве из-под земли вырвалось гигантское существо. Верхняя половина его массивного тела была связана тонкой нитью, излучавшей малиновое пламя. Нить обвивалась вокруг его тела 7 или 8 раз, обугливая его кожу и заставляя ее выть от агонии. Хань Ли воспользовался этой возможностью, чтобы мельком взглянуть на это существо. Это огромное желтое существо напоминало гигантского червя, но по всей его верхней части тела росло бесчисленное множество мясистых щупалец разных размеров, каждая из которых билась в бешеной конвульсии. Однако его самой привлекательной чертой был массивный золотой рог на голове, переливающийся ослепительным светом. Еще более удивительным было то, что когда сети молний спускались и приземлялись рядом с этим существом, рог на его голове беспорядочно вспыхивал, и вся молния высасывалась к рогу, прежде чем исчезнуть в нем. Это червь-нарвал. Как он мог быть таким большим? И если я правильно помню, рога этих демонов должны быть белого цвета. Озадаченный взгляд появился в глазах Хань Ли, когда он посмотрел на разъяренного колосса перед собой. Глава 1193. Странный золотой рог. Массивный однорогий червь взревел от агонии, на его гладкой голове внезапно открылся жуткий кавернозный рот, наполненный злобными острыми клыками. Внезапно вспыхнула вспышка серебряного света, и изо рта вырвалась невероятно плотная дуга молнии. Небесная молния, поглощенная золотым рогом, подобно громоотводу, использовалась демоническим зверем в качестве атака, и эта атака была направлена ни на кого, кроме Хань Ли. Этот зверь обладает интеллектом. Так, похоже, это какой-то мутант. Хань Ли, вместо того, чтобы тревожиться, был рад это видеть. Он потер рука об руку и взмахнул ими, выпустив наружу 2 луча золотой молнии толщиной с его руку. Его молнии мгновенно врезались в толстые дуги серебряного молнии. С грохотом золотые и серебряные молнии переплелись друг с другом, словно гигантские питоны. Тонкие электрические дуги сыпались во всех направлениях, и между Хань Ли и массивным червем взорвались шары молнии, после чего вся молния полностью исчезла. Массивный червь, казалось, при виде этого разгневался еще больше. Из рога на голове вырвался сверкающий свет, притягивая к нему обширное пространство небесной молнии. Затем молния впала в бешенство, словно накапливала энергию, готовясь к следующей атаке. Однако Хань Ли внезапно холодно усмехнулся и открыл рот. Изнутри вылетел маленький золотой меч, превратившись в полоску света длиной около 10 футов, и атаковал прямо в голову массивного червя. Червь, казалось, мог идентифицировать это как чрезвычайно мощную атаку, и его тело засверкало блестящим желтым светом в попытке залезть под землю. Однако огненная духовная нить, связывавшая его тело, внезапно вспыхнула красным светом и резко уплотнилась, образовав багровую веревку. Веревка была толщиной со ствол маленького дерева, и из нее вырвались волны огня, мгновенно охватив большую часть верхней части тела червя. Огромный червь пришел в ужас, когда его золотой рог внезапно прекратил поглощать молнии и взорвал обширное пространство золотого света в направлении волн огня, охватывающих его тело. Золотой свет, пронесшись мимо, смел плотные потоки пламени и поглотил их золотым рогом. Этот гигантский однорогий червь смог не только поглотить небесную молнию, он смог сделать то же самое с пламенем. Однако, когда большая часть пламени была поглощена гигантским червем, золотая полоска света, которую Хань Ли выпустил ранее, уже очутилась над червем. Золотой свет превратился в огромный меч и рухнул на червя со всей мощью. Огромный червь взмахнул головой, и его золотой рог увеличился в 2 раза, готовясь встретить гигантский меч. С оглушительным лязгом меч и рог врезались друг с другом. По вспышке золотого света гигантский меч был отражен золотым рогом, оставаясь совершенно невредимым. Однако прямо в этот момент над головой массивного червя вспыхнула лазурная дуга молнии, и Хань Ли появился в воздухе над ним с грозовыми крыльями на спине. Взмахнув рукой, он выпустил еще один золотой меч Ци, пробив большую дыру диаметром в чашу для риса в теле зверя, прежде чем тот успел среагировать. Из раны червя полилась зеленая кровь, но червь был слишком массивным. Рана, которая была бы смертельной для обычного культиватора, была совершенно несущественна для этого демонического зверя, и боль только еще больше разозлила его.
Червь свирепо взревел, и щупальца на верхней половине его тела превратились в бесчисленное количество длинных кнутов, метнувшихся прямо к Хань Ли. Выражение лица Хань Ли стало мрачным, и он сразу же сделал печать заклинания руками. Около дюжины маленьких золотых мечей сразу же вспыхнули над различными частями его тела и стали кружить в воздухе, создавая барьер из мечей, который надежно защищал Хань Ли внутри. Как только щупальца соприкоснулись с этим барьером мечей, они были измельчены в фарш с зеленой кровью, и ни одна из них не смогла даже приблизиться к Хань Ли. В этот момент Хань Ли начал что-то петь, указав пальцем вниз. Дюжина маленьких золотых мечей внизу вздрогнула, и каждый из них выпустил 6 одинаковых полос золотого света. В результате этого несколько десятков световых полос мгновенно скатились вниз по приказу Хань Ли. Червь был ошеломлен при виде этого и тотчас же открыл свой пещеристый рот, пытаясь взорвать серебряные дуги молний и сферы малинового пламени в отчаянии, чтобы заблокировать полосы золотого света. Один за другим послышались взрывы, и небольшая часть полос золотого света была уничтожена дугами молнии и огненными шарами. Однако остальным удалось пробить препятствие и мгновенно добраться до червя. Прежде чем массивный червь успел что-либо сделать, полосы золотого света с грохотом соединились, мгновенно образуя золотой меч длиной более 100 футов. Затем вспыхнул золотой свет, и гигантский меч со скоростью молнии рубанул червя. Изо рта червя вырвался мучительный вой, и огромное количество зеленой крови хлынуло из него подобно водопаду. Массивное тело червя было начисто разрублено пополам. Как только Хань Ли собирался отозвать свои атаки, произошло нечто невероятное. Сразу после того, как массивный червь был разрублен пополам, верхняя половина его тела внезапно взлетела в воздух, открыв свой пещеристый рот, и направилась к Хань Ли. В то же время желтый свет вспыхнул в нижней части тела червя, а на поверхности кожи выросло бесчисленное количество щупалец, мгновенно делая его полностью идентичным по внешнему виду с верхней половиной его тела. С грохотом нижняя половина тела червя упала головой в землю и исчезла. Хань Ли замешкал при виде этого, но быстро пришел в себя и сделал печать заклинания. В то же время он быстро произнес слово «взорвись». Огненная веревка, связывающая тело червя, сразу же вспыхнула красным светом, и червь самодетонировал. С грохотом в небе появилось гигантское грибовидное облако, полностью поглотившее верхнюю часть тела червя, и из его массивного рта вырвался мучительный визг. Золотой рог на его голове просто не мог поглотить такое свирепое пламя за короткий промежуток времени. В то же время массивный меч внизу закружил в воздухе, проникая в грибное облако со скоростью молнии. Визг в грибном облаке мгновенно прекратился, и с неба полилась зеленая кровь. Два массивных обугленных кусочка плоти, испускающие неприятный едкий запах, рухнули с неба, тяжело врезавшись в землю. Только тогда Хань Ли не спеша развернул свое духовное чутье к земле. Сделав это, он обнаружил, что другая половина червя двигалась не очень быстро, находясь лишь в нескольких километрах от земли. Что касается того, была ли это нормальная скорость червя или его скорость сильно пострадала из-за травм, Хан Ли не знал. Однако не было никакого смысла обдумывать это. Видя, что ему не удалось уйти очень далеко, Хань Ли было бы очень удобно выследить его. Таким образом, он похлопал по сумке для хранения духовных зверей, и изнутри вырвалось бесчисленное количество вспышек золотого света. С громким жужжанием в воздухе появилось облако золотых жуков. Хань Ли безразлично указал на землю. Облако жуков тут же полетело вниз, и, как только они собирались соприкоснуться с землей, они разлетелись на бесчисленные пятна золотого света, и все эти пятна золотого света исчезли в почве внизу. Хань Ли отвел свое внимание от земли и указал на грибное облако поблизости. Массивное грибовидное облако внезапно стало быстро уменьшаться, превращаясь в конце в толстую огненную веревку. Однако было очевидно, что огонь, мерцающий вдоль веревки, потускнел. Хань Ли махнул рукой в направлении веревки, и на ее поверхности сразу же вспыхнул огненный свет, и она разделилась на 10 тонких огненных нитей, каждая из которых была длиной около 20 футов, мягко паря в воздухе. Хань Ли открыл рот, извергнув вспышку лазурного света в направлении огненных духовных нитей. Затем он осторожно вдохнул, и огненные духовные нити втянулись в его рот вместе с лазурным светом. Только тогда Хань Ли посмотрел, нахмурившись, вниз на обгоревший труп и взмахнул рукой в воздухе. Полоска золотого света вылетела из обугленного каркаса внизу, свистя прямо к Хань Ли. Однако она внезапно остановилась, находясь всего в 10 футах от Хань Ли. Это был не что иное, как странный золотой рог на голове червя. Рог, казалось, не был очень большим по сравнению с размером тела массивного червя, но его длина составляла около 6 футов. Рог мерцал золотым светом, и на его поверхности были видны некие таинственные руны. Хань Ли, прищурившись, осмотрел рог. Несмотря на то, что ему было очень интересно узнать об этом объекте, он знал, что сейчас не время проводить тщательное исследование. Немного подумав, он наложил несколько заклинаний на объект. На поверхности рога вспыхнул духовный свет, и в мгновение Эйка сократился примерно до половины фута в длину.
Затем Хань Ли приклеил ограничительный талисман к золотому рогу и, поместив его в деревянную коробку, убрал в свою сумку для хранения. После всего этого Хань Ли хлопнул в ладоши с довольным выражением лица. В тот момент, когда он собирался обратить свое внимание на золотых прожорливых жуков, некая полоса земли на расстоянии более 5 километров внезапно начала сильно дрожать. Половина ворвавшегося массивного червя вырвалась из-под земли, но по всему телу было множество пятен золотого света. По всей его коже ползли тысячи золотых жуков, быстро пожирая его. Половина червя кричала в агонии, и его массивное тело тяжело рухнуло на землю, где он стал кататься и корчиться от боли, отчаянно пытаясь скинуть жуков из своего тела. Однако золотые жуки, казалось, врослись в его кожу, начав разрывать ее и быстро впитываясь в его тело. В результате этого массивного червя поразила необъяснимо мучительная боль, вызванная тем, что тысячи крошечных лезвий рассекали его тело. Агония сводила его с ума, он корчился в земле, а потом снова и снова взлетал в воздух. Однако, сколько бы он ни боролся, он не мог стряхнуть с себя золотых жуков. Некоторое время спустя, когда он взлетел в воздух и судорожно затрясся, его тело внезапно напряглось, а затем упало на землю и больше не двигалось. Хань Ли слегка вздохнул, увидев это, и перевел свой взгляд на бесконечного небесного зверя. Дуги небесной молнии все еще непрерывно падали в небе у него над головой, и грозовые крылья Хань Ли также неуклонно вспыхивали дугами лазурной молнии. Грозовые крылья отбрасывали все волны молнии, поэтому ни одна из них не могла соприкоснуться с телом Хань Ли. По сравнению с началом 8-й волны ударов молний, в небе было значительно меньше молниеносных сетей. Бесконечный небесный зверь смог самостоятельно выдержать 8-ю волну, и, похоже, пришло время Хань Ли вмешаться. Однако, прежде чем сделать это, Хань Ли поспешно поднял голову, и в его глазах вспыхнул синий свет. Он пристально смотрел в небо, словно что-то ища. Когда удары молнии полностью прекратились, из темных облаков стал доносился своеобразный запах. Сразу же после этого темные облака забурлили, и внезапно появилось массивное полнолуние в виде нефритовой пластины. Полная луна излучала слабый белый свет, и этот ароматный запах, похоже, исходил от этой луны. Глава 1194. Получение жидкости. Хань Ли глубоко вздохнул при виде этого и исчез на месте по взмаху грозовых крыльев. В следующее мгновение он появился на границе того места, где когда-то была формация, а затем махнул рукой в сторону 3 сокровищ внизу. Тыква, нефритовый флакон и круглая миска немедленно взлетели в воздух, а затем кружили над головой Хань Ли. В этот момент полная луна в небе слегка наклонилась, и вспышка своеобразного серебряного света обрушилась прямо на бесконечного небесного зверя. Ароматный запах в воздухе стал еще более выраженным, и на поверхности луны внезапно появился слой ряби водянистого света, словно с луны вот-вот что-то капнет. Хань Ли без колебаний поднялся в небо в виде полоски лазурного света вместе со своими сокровищами. В этот момент шар размером с кулак из белой жидкости, наконец, капнул с луны. Однако, как только он сорвался от поверхности луны, он превратился в блики белого света, которые медленно потекли к бесконечному небесному зверю вдоль луча серебряного света. Казалось, эти блики могли существовать только в луче серебряного света. Как только они покидали эту область и попадали во внешний мир, они немедленно прекращают свое существование. Белые пятна света сразу же исчезали один за другим, соприкоснувшись с телом демонического зверя. Бесконечный небесный зверь был в довольно слабом состоянии, чтобы выдержать молниеносную скорбь, но как только он поглотил несколько пятен белого света, он сразу же был полностью обновлен. Выплюнув всплеск демонической ци из пасти, он поймал все пятна белого света, падающие сверху, засасывая их в рот. Казалось, что этот процесс стимулировал тело демонического зверя, и оно снова увеличилось в размерах. Свет над поверхностью Луны колыхнулся, и еще один шарик с жидкостью медленно покатился вниз, а затем превратился в бесчисленные пятна белого света. В этот момент полоска лазурного света приблизилась к полной Луне в темных облаках. Однако, когда она очутилась на расстоянии более 1000 футов, в окружающем воздухе внезапно серебристый свет, и бесчисленные дуги серебряной молнии с грохотом появились в облаках. Серебряные дуги молнии одновременно метнулись в Хань Ли. Внезапно на Хань Ли словно обрушилось бесчисленное количество серебряных змей, создавая довольно грозное зрелище. Несмотря на все бурные штормы, которые Хань Ли пережил в прошлом, его все еще пугали подобные сцены, разворачивающиеся перед его глазами. К счастью, бесконечный небесный зверь упоминал о таком явлении в передаче голоса, поэтому, хотя он был довольно удивлен свирепостью атак, направленных на него, он был подготовлен заранее. Он перевернул руку, и над его ладонью появился мерцающий зеленый предмет. Это было не что иное, как его духовное сокровище Кипригель 8 духов. Когда бесчисленные дуги серебряной молнии собирались ударить в Хань Ли, он взмахнул Кипригелем в воздухе. В следующее мгновение вокруг него стали появляться серебряные цветы лотоса, каждый из которых был размером примерно с ладонь, создавая непроницаемый барьер вокруг него.
Серебряные дуги молнии с грохотом ударили по цветам лотоса, и на поверхности барьера вспыхнули бесчисленные дуги молнии. Цветы лотоса были быстро уничтожены огромным количеством дуг молнии, но на его месте сразу же возник другой барьер из серебряных цветов лотоса. Казалось, что этим цветам лотоса не было конца, и они действительно смогли отразить грозные удары молнии. Полоска лазурного света вспыхнула в воздухе и была всего в 100 метрах от полной луны. Когда второй шарик белой жидкости стекал с луны, Хань Ли на мгновение запнулся, словно он внезапно оказался в ограниченном пространстве, и бесчисленные молниеносные дуги подступили к нему со всех сторон. Эта волна молниеносных ударов казалась еще более концентрированной, чем предыдущая. Однако все тело Хань Ли было окутано бесчисленными серебряными цветами лотоса, и он, не обращая внимания на дуги молнии, указал на 3 коробки с сокровищами перед собой. Тыква, нефритовый флакон и чаша немедленно полетели к серебряной луне в виде 3 шаров духовного света. Как только они вылетели в воздух, бесчисленные дуги молнии окружили Хань Ли. Теперь удары молнии были еще более свирепыми, и, когда они взорвались вокруг него, Хань Ли был как маленький плот, попавший в бушующее море. Несмотря на кажущееся безграничное появление цветов лотоса, испускаемое кипригелем 8 духов, барьер, окружающий тело Хань Ли, изо всех сил пытался сдержать жестокий заградительный удар. Область, в которую заключены цветы лотоса, стремительно уменьшалась, в то время как бесчисленные дуги серебряной молнии быстро приближались к Хань Ли. Однако он, не обращая внимания на опасность, полностью сосредоточил свое внимание на своих 3 сокровищах и медленно полетел к полной луне. Это верно, он медленно летел к луне. По какой-то причине, как только 3 сокровища достигли расстояния в 30 футов от луны, все они стали невероятно тяжелыми, словно активировали какое-то ограничение. Таким образом, они могли приближаться к луне со скоростью замученной улитки. В этот момент полная луна уже спрятала свою вторую каплю жидкости и начала постепенно становиться расплывчатой, словно собиралась исчезнуть в любой момент. В то же время темные тучи на небе начали вздыматься, словно медленно формировался всплеск духовного давления, которое было весьма удивительным даже для Хань Ли. Это явно предшествовало 9-й волне молнии. Сокровища были еще в нескольких футах от полной луны, но продолжали двигаться так, словно бродили по болоту, и Хань Ли знал, что он должен что-то сделать. Внезапно он выпустил громкий крик, собирая все свое духовное чутье, и метнул в полную луну духовный оглушающий шип. Всплеск огромной силы пронесся к полной луне, рассеяв трещину в водянистом свете, переливающемся над его поверхностью. 3 сокровища сразу же прошли через трещину и заметно ускорились. Хань Ли без колебаний открыл рот при виде этого, выплюнув глоток сущности крови, а затем быстро щелкнул 10 пальцами в ее направлении. Сущность крови мгновенно превратилась в облако кровавого тумана, а затем исчезла во вспышке. Затем произошла своеобразная сцена. 3 сокровища, которые изначально были разных цветов, с исчезновением кровавого тумана начали излучать багровое сияние. Они дрогнули и одновременно прорвали ограничения, внезапно исчезнув в полнолуние. Почти в тот же момент бледная луна полностью исчезла, оставив в воздухе только 3 коробки с сокровищами. Даже Хань Ли не был уверен, сумели ли сокровища что-то сохранить с луны или все еще были пусты. С раскатом грома все молниеносные дуги, безумно напавшие на Хань Ли, мгновенно исчезли в темных облаках. Вместо того, чтобы расслабиться при виде этого, на лице Хань Ли появилось мрачное выражение. Он взмахнул рукой в воздухе, и 3 сокровища немедленно полетели обратно к нему. Тело Хань Ли вспыхнуло лазурным светом, и сокровища предстали перед ним в мгновение ока. Со скоростью молнии он схватился за желтую тыкву, парящую в воздухе. Он заглянул внутрь тыквы, а затем перевернул руку, после чего тыква внезапно исчезла. 2 других сокровища он убрал их в сумку для хранения, не глядя. На протяжении всего этого процесса выражение лица Хань Ли оставалось совершенно неизменным. Однако легкий аромат, исходящий из сокровищ, указывал на то, что его усилия не были напрасными. Бесконечный небесный зверь не обращал внимания на то, что делал Хань Ли. В этот момент его внимание было полностью сосредоточено на молниях в воздухе над головой. Беспорядочные дуги молнии в небе полностью исчезли, но демонический зверь мог ощущать невероятно мощные колебания, распространяющиеся из пятна в темных облаках прямо над ним, и он не смел отвлекаться от происходящего в облаках. Серебряная демоническая ци вокруг его тела полностью исчезла, оставив его в центре формации совершенно уязвимым. Он даже больше не излучал свою первоначальную серовато-белую демоническую ци, так как, казалось, был уверен, что ничто из этого не поможет ему в малейшей степени перед лицом предстоящей скорби. На лице Хань Ли появилась улыбка, и он уже собирался что-то сказать зверю, когда сверху донесся оглушительный раскат грома. Гигантская дуга серебряной молнии толщиной с резервуар для воды всплыла под темными облаками. Длина дуги молнии была более 200 футов в длину, и после нескольких быстрых вспышек серебряного света она резко обрушилась на бесконечного небесного зверя, как массивный серебряный змей. Раскаленный серебряный свет, исходящий из тела гигантского змея, практически осветил все небо, спускаясь с поистине удивительной мощью.
Зверь резко изменился в лице при виде этого и без колебаний открыл рот. Из пасти вырвался серый шарик и стал непрерывно вращаться над головой демона. Этот шарик был ничем иным, как его демоническим ядром, однако, прежде чем серебряный змей смог ударить демонического зверя, Хань Ли, наконец, вступил в бой. Он поднял руку, и маленький серебряный щит пролетел в воздухе, превратившись в барьер серебряного света, который заключил в себе бесконечного небесного зверя. Затем Хань Ли посмотрел снизу со спокойной улыбкой на лице. Зверь вздохнул с облегчением, увидев это. Серебряный змей с грохотом врезался в серебряный световой барьер на фоне, и его пронзительный серебряный свет рассеялся во все стороны. Тем не менее, серебряный световой барьер под ним слегка вздрогнул, а затем пришел в первоначальное состояние, как будто ничего не произошло. Атака серебряного молниеносного змея была сорвана, но исчезла не сразу. Вместо этого он начал кружить вокруг светового барьера. Грохочущие раскаты грома раздались снова и снова, но с каждым ударом тело серебряного змея немного уменьшалось. После дюжины последовательных атак серебряный змей уменьшился примерно до половины своего первоначального размера. Этого достаточно, господин Даосист Хань. Теперь можешь забрать свое сокровище, я смогу справиться с этим самостоятельно, вдруг закричал бесконечный небесный зверь. Услышав это, Хань Ли указал пальцем на центр формации, и серебряный световой барьер исчез в мгновение ока. Перед тем, как прибыть сюда, зверь сказал Хань Ли, что во время их молниеносной скорби на стадии метаморфоза может быть привлечена внешняя помощь, и они могут даже попросить о помощи в частичном аннулировании силы молниеносной скорби. Однако они по-прежнему должны противостоять почти половине силы каждой волны молниеносной скорби самостоятельно. В противном случае волны молниеносных ударов продолжали бы повторяться. Таким образом, бесконечный небесный зверь попросил Хань Ли свести на нет большую часть силы последних 3 волн молниеносной скорби. Поэтому Хань Ли не был удивлен просьбой демонического зверя и немедленно убрал свой серебряный щит. Без защиты от серебряного светового барьера молниеносный змей сразу же набросился на бесконечного небесного зверя, однако был заблокирован демоническим ядром зверя. Огромная дуга молнии ударила по ядру, заставив его слегка дрогнуть, но оно не сдвинулось с места, легко выдерживая большую часть силы от удара молнии. После этого, независимо от того, под каким углом серебряный змей пытался атаковать бесконечного небесного зверя, демоническое ядро всегда было на шаг впереди. Таким образом, серебряный змей продолжал сокрушаться после череды громких взрывов. Хань Ли погладил подбородок, глядя на него снизу. Казалось, что для него не составит никакого труда укротить оставшиеся 2 волны молниеносной скорби. В конце концов, это была всего лишь скорбь демонического зверя 8-го ранга, и независимо от того, насколько страшной она была для самого демонического зверя, скорбь в конечном счете не была такой уж грозной в его глазах. Вся соль заключалась в том, сможет ли демонский зверь противостоять оставшейся силе молниеносных ударов. Глава 1195. Сфера преодоления реальности и трансформация 9 ураганов. Последние 2 волны ударов молнии прошли, как Хань Ли и ожидал. После уничтожения большей части силы молнии серебряным щитом, демоническое ядро бесконечного небесного зверя смогло позаботиться об остальном, хотя и с определенной степенью сложности. После завершения последней волны молниеносной скорби темные облака на небе исчезли так же быстро, как и появились. Вскоре на небе ярко сверкало солнышко. В этот момент бесконечный небесный зверь находился в центре формации, будучи окутанным слоями серовато-белой демонической ци. Демонический зверь был словно заключен в огромный кокон, поверхность которого слегка извивалась. Хань Ли абсолютно не был этим удивлен. После противостояния молнии, бесконечный небесный зверь реконструировал свое тело и принял человеческую форму. Вообще говоря, эта трансформация была вне контроля зверя. Это было похоже на рождение человека, никто не мог определить их внешность с рождения, как это было предопределено генетикой. Тем не менее, появление человеческой формы демонического зверя несколько зависело от их истинной формы. Например, демонические звери, подобные демоническим лисам, обычно подвергались метаморфозам, становясь красивыми мужчинами и красивыми женщинами, в то время как демонические звери с отвратительными формами с самого начала обычно имели и уродливые человеческие формы. Хань Ли внезапно пришла в голову мысль, и он посмотрел вдаль. Труп мутировавшего однорогого червя был полностью поглощен золотыми прожорливыми жуками. В этот момент рой жуков непрерывно гудел, паря в воздухе. Хань Ли издал долгий крик, и рой золотых жуков сразу же полетел к нему, а затем он убрал их в сумку для хранения духовных зверей. Затем он сел, скрестив ноги, и закрыл глаза, ожидая завершения метаморфозы бесконечного небесного зверя. Прошли день и ночь. Внезапно из гигантского кокона раздался глухой стук, и Хань Ли снова открыл глаза. Прозрачная и нежная рука пробила поверхность кокона, и изнутри донесся знакомый голос маленького ребенка. «Я, наконец, преуспел. Спасибо за твои усилия, господин Даосист Хань».
Услышав это, Хань Ли улыбнулся и поднялся на ноги. Несколько дней спустя Хань Ли вернулся к объединенным вершинам в горах мечтательных облаков. В настоящее время он находился в секретной комнате своей пещерной резиденции, держа в руке мерцающий золотой рог с 3 сокровищницами перед собой. Большой лазурный котел, размером около 10 футов, парил в воздухе перед ним, а на котле сидел маленький ребенок в желтых одеждах. Маленький ребенок в настоящее время читал старую книгу. Этот ребенок, естественно, был бесконечным небесным зверем в его человеческом облике. Он не был полностью идентичен проекции, которую он проявил в прошлом, но он сильно напоминал эту проекцию. Это имело смысл, поскольку истинное тело демонического зверя в мире духов однажды подвергалось метаморфозе, поэтому у него, естественно, было бы приблизительное представление о том, как будет выглядеть его человеческая форма. Вот почему он смог проявить проекцию с примерно такой же внешностью. Хань Ли погладил пальцами неровные узоры на поверхности золотого рога, и через некоторое время он вдруг сказал: «После некоторых экспериментов я обнаружил, что этот рог может поглощать почти все виды духовной силы, а также высвобождать ее. Единственный недостаток в том, что он способен поглощать только ограниченное количество духовной силы одновременно, и скорость поглощения также довольно медленная». Маленький ребенок положил книгу и повернулся к Хань Ли с яркой улыбкой. Как и следовало ожидать от материала отмутировавшего демонического зверя, духовное поглощение — очень редкая способность. Даже в мире духов любой готов рискнуть жизнью за материал с такой необычайной способностью. Это идеальный материал для изготовления сокровищ оборонительного типа, и многие известные духовные сокровища оборонительного типа включили этот тип материала. Сокровища оборонительного типа. Можно ли его использовать для улучшения боевой брони? Спросил Хань Ли. Хе-хе, ты действительно очень умен, господин даосист Хань. Ты должен быть в состоянии использовать этот рог и свои огненных духовные нити, чтобы усовершенствовать мощный костюм боевой брони. Даже если это не будет духовное сокровище, оно не будет быть слишком далеко от этого уровня. Однако я советую тебе воздержаться от этого, сказал маленький ребенок с серьезным выражением лица. Почему? Мне сейчас нужен боевой доспех. В глазах Хань Ли мелькнуло замешательство. Если ты хочешь провести остаток своей жизни здесь, в этом человеческом мире, и считаешь безопасность своей первоочередной задачей, то усовершенствование костюма боевой брони, естественно, твой лучший вариант. Однако, если ты хочешь проникнуть в мир духов через пространственный узел, хе-хе, лучше сохранить этот предмет, чтобы изготовить другой тип сокровищ, объяснил маленький ребенок. Какие еще виды сокровищ можно изготовить с помощью этой вещи? Спросил Хань Ли. Конечно, сфера преодоления реальности. Это сокровище поможет тебе в твоих попытках пройти через пространственный узел, ответил маленький ребенок. Сфера преодоления реальности. Если я правильно помню, ты, кажется, использовал нечто, известное как камень преодоления реальности, чтобы твой аватар спустился в мир людей. Как эти сокровища связаны между собой? Это одно и то же. Удивился Хань Ли. Маленький ребенок тщательно обдумал этот вопрос и ответил: их названия очень похожи, и они действительно связаны. Камень преодоления реальности — это одноразовое природное сокровище, которое можно найти только в мире духов, тогда как сфера преодоления реальности — это изысканное сокровище, которое можно использовать более одного раза. Оба этих сокровища служат сходной цели, но различаются в уровнях потенциала, как день и ночь. Скажу тебе так, сфера преодоления реальности имеет только около 1% от силы камня преодоления реальности. 1%. Услышав это, Хань Ли потерял дар речи. Не смотри свысока на сферу преодоления реальности из-за этого, господин даосист Хань. Ты должен понять, что камень преодоления реальности чрезвычайно редкий, даже в мире духов, и он стоит в одном ряду со звездным щитом, как одно из 3 самых востребованных сокровищ мира духов для преодоления реальностей. Сфера преодоления реальности не может сравниться с этими 2 сокровищами, но все еще очень известна своей способностью преодолевать некоторые пространственные ограничения. Тот факт, что для ее изготовления требуется материал со способностью духовного поглощения, делает ее также довольно редкой. Под влиянием моего любопытства я однажды вошел в пространственный узел в мире духов, и хотя я сразу же вернулся, меня до сих пор берет ужас, когда я вспоминаю ужасающую силу пространственной бури на границе между мирами в пространственном узле. Даже если ты сможешь максимально развить свой глаз разрушения, шанс того, что ты сможешь пройти через пространственный узел, чрезвычайно мал. Иначе в мире духов было бы бесчисленное множество культиваторов, которые смогли в него попасть из более низших миров. Даже пытаться пройти через пространственный узел без сферы преодоления реальности — это будет последнее, что ты сделаешь. Я собирался подождать, пока ты не достигнешь стадии божественной трансформации, чтобы предупредить тебя об этом, но, поскольку сейчас у тебя есть материал для духовного поглощения, ты должен узнать об этом, предупредил маленький ребенок. Похоже, у меня нет выбора, кроме как усовершенствовать эту сферу преодоления реальности. На лице Хань Ли появилась кривая улыбка.
Хе-хе, если бы не тот факт, что у тебя уже есть глаз разрушения, я бы даже не стал упоминать тебе об этом сокровище. С обоими этими сокровищами у тебя будет малейший шанс пройти через пространственный узел. Я дам тебе технику усовершенствования этой сферы в обмен на ледяную квинтэссенцию, которую ты мне дал, хихикнул маленький ребенок. Внезапно Ханли сменил тему и сказал: ты, конечно, не любишь оставаться в долгу перед людьми. Кстати, я хотел тебя кое о чем спросить. В прошлом я был свидетелем трансцендентной скорби демонической черепахи 8-го ранга, но ее молниеносная скорбь сильно отличалась от твоей. Твоя молния, казалось, была гораздо сильнее, чем та, которую я видел раньше. В этом нет ничего удивительного. Разные демонические звери, естественно, должны противостоять различным молниям. Чем сильнее демонический зверь, тем более грозным становится их молниеносная скорбь. Ходят слухи, что небесные духовые звери, такие как драконы и фениксы, должны противостоять 13 волнам молниеносных ударов во время их стадии метаморфозы. «Мне повезло, что мне пришлось выдержать только 11 волн», — сказал маленький ребенок. «Понятно». Теперь Ханли был просветлен, услышав это. Маленький ребенок поднял старую книгу с оттенком улыбки на лице и спросил: «Это искусство культивирования демонов, трансформация 9 ураганов, довольно интересное, но почему ты показываешь его мне? Ты заинтересован в искусстве культивации нашей расы демонов?» Оказалось, что книга, которую читал маленький ребенок, была ничем иным, как старой книгой из шкуры, которую Ханли получил от Сяо Цюер. Внутри книги была техника безымянного сокрытия ауры, а также искусство культивации демонов. Только после изучения этого искусства Ханли обнаружил, что это искусство культивации называется трансформация 9 ураганов. Это было очень мощное искусство культивации, но оно было разработано исключительно для демонов. Если человек не родился с парой крыльев и не обладал могущественным телом демонического зверя, он не смог бы использовать это искусство культивации. Однако теперь он по какой-то причине давал его маленькому ребенку для прочтения. Эта трансформация 9 ураганов — довольно мощное искусство культивации, а мне как раз не хватает искусства культивации, соответствующего моим грозовым крыльям. Было бы бесполезно оставлять без внимания такую мощную технику, поэтому я надеялся изменить это искусство культивации, чтобы я мог его использовать. Ты демонический зверь, так что тебе не должно быть слишком сложно изменить это искусство культивации для моего использования, верно? Взамен, я могу одолжить тебе половину страницы золотого нефритового тома для изучения и исследования. Возможно, эта страница является ценным сокровищем, но пока она слишком глубока для меня, предложил Ханли. Это искусство культивации действительно довольно трудно найти для демонических зверей в мире людей, и оно очень хорошо согласуется с твоими грозовыми крыльями. Однако здесь есть серьезная проблема, о которой, я уверен, ты уже знаешь. Чтобы использовать эту технику, ты должен обладать мощным телом демонического зверя. Ты уже культивировал искусство усовершенствования тела, поэтому твое тело намного более мощное, чем у обычного человеческого культиватора, но этого все же недостаточно, если твоя цель — использовать это искусство культивации, нахмурился маленький ребенок, задумавшись. Ханли некоторое время размышлял над этой проблемой, а затем ответил: «Пока промежуток, который я должен преодолеть, не слишком велик, для меня это не должно быть недостижимой целью. У меня есть буддийское искусство культивации, известное как искусство яркого нефрита, и с каждым уровнем, которого я достигаю в этом искусстве культивации, мое тело становится намного сильнее, чем было раньше. Я уже достиг 2-го уровня, и как только я доберусь до 3-го, я должен быть в состоянии удовлетворить условия, необходимые для культивации и трансформации 9 ураганов». Маленький ребенок слегка запнулся и удивленно спросил: «Искусство яркого нефрита? Буддистское искусство культивации? В чем дело? Что-то не так с этим искусством культивации?» Нахмурившись, спросил Ханли. Маленький ребенок ответил вопросом на вопрос: «На сколько уровней разделено твое искусство культивации?» Ханли был довольно озадачен этими вопросами, но он ответил честно: 7. Своеобразная улыбка появилась на лице маленького ребенка, и он воскликнул: «Какое совпадение! У меня также есть буддийское искусство усовершенствования тела, которое разделено на 7 уровней».